О, вот что мы будем делать. Включай. Наступило время для скрытого тюнинга. Можно ли переделать заводскую систему так, чтобы она работала как тюнинговая система, а выглядела как заводская? Давайте это проверим. Всем привет! Меня зовут Сергей Нелло, и вы на канале Не Ноль. У меня в руках заводская банка от Cadillac CTS с мотором 3,6 литра V6. Их две в системе стоит. И мы решили произвести с ней некоторые модификации, чтобы в корпусе заводской банки сделать высокопроизводительную и желательно тихую банку, но внешне она осталась такая же, как была с завода. И никто, ни одна проверка не придралась бы к нам на дороге. Итак, с чего же начать? А начнем мы, конечно, с того, что вскроем эту банку. При том, что интересно, конструкция именно этой банки мне очень понравилась тем, что у нее шов стыковочный, который стыкует ее половинки, находится вот на внешней кромке, и отрезать ее будет довольно легко. Что не скажешь о всех заводских глушителях, которые я встречал ранее. А встречал я много разных. Кстати, можете перейти на канал, посмотреть видосы про Мазерати, про Lamborghini и про кучу других крутых тюнячих машин. Ну что, разрежем ее? Вскрытие банки показало стандартные заводские решения. Две перегородки, набивка из стекловаты и узкая перфотруба. Но для того, чтобы приступить к дальнейшей работе с этой банкой, ее необходимо очистить. Мы ее отдадим на пескоструйную обработку, и с чистым металлом, я думаю, будет работать поприятнее. Ну да, так, конечно, намного приятней. Прям как настоящая новая заводская банка. Что у нее внутри? Вот теперь можно посмотреть все внутренние компоненты в чистом виде. Устроена эта банка крайне просто и крайне затычно. Выхлопные газы приходят у нас сбоку. Вот тот кусочек кронштейна с кронштейном, который был, заходит в банку, уходит в среднюю секцию. Потом частично через перфорацию в перегородке выхлопные газы проходят на выход на насадку. Насадка у нас тоже изменится. Я думаю, в тех же диаметрах мы подберем что-то побольше. Потому что новая банка у нас будет создана на 63-м диаметре. Сейчас внутренний диаметр наших магистралей составляет 50 мм на выходе и 44 на входе. То есть входная магистраль 44, на выходе на всего 50. Мы же хотим поставить все внутренности 63 мм. И, соответственно, избавиться от вот этого лабиринта. То есть сделать в банке две секции. Первая секция – это на входе, в котором у нас будет камера. Камера позволит нам уменьшить громкость звука на порядок. Потом эти выхлопные газы у нас перейдут во вторую камеру. Это будем считать общей камерой. Здесь будет стоять перфорированная труба.
И все, на выход на насадку, и получится у нас прямоточная трасса с первой камерой на входе. Блин, надо за этой стекловатой лезть. Это надо записывать. Да? А вот здесь у нас запасы керамической набивки. Сейчас я сюда залезу и их достану. Как понятно, что вожу я за ними очень редко. Вот. Вот мы дошли до внутреннего устройства банки. Точнее, то, из чего мы ее будем делать. Вот та самая перфорированная труба диаметром 63 мм, на которой будет построена внутренняя основа банки. Кстати, такую трубу в Москве очень сложно купить. Она сделана из нержавеющей стали, и я ее приобрел лишь в одном месте. Это сайт Kata.net. Кстати, в описании будет на них ссылочка. Переходите, подписывайтесь на их канал. У них очень много полезного и информативного контента, рассказывающего про внутреннее устройство их резонаторов, глушителей, банок и гофр, всего что угодно. То есть переходите на их канал, смотрите, очень много интересного. Вот эта труба у нас стояла внутри, а вот эту трубу мы туда поставим. Я думаю, это говорит без слов само за себя, насколько один диаметр больше другого, насколько она станет более производительной. И, кстати, это нержавейка, а это обычная ржа. Поэтому это прослужит очень долго, и я думаю, что переживет даже саму машину. Самым важным компонентом любого глушителя является вот эта набивка. Она может быть как вот из такой минеральной ваты, типа стекловаты, так и керамическая, которая применяется сейчас в большинстве спортивных современных глушителей. Отличие их в том, что эта минвата выдерживает там, градусов 900, наверное, я, честно говоря, не знаю, не изучал этот вопрос, а керамическая набивка выдерживает до 1500 градусов по Цельсию. И это мы сейчас проверим. И чтобы наглядно показать разницу между двумя этими набивками, мы проведем небольшой эксперимент ценой в мою жизнь. Мозги на месте. С ватой ничего не случилось. А теперь смотрим на вот это старое говно. Оно просто сгорает на глазах. Представляете, если температура выхлопа составляет на выходе градусов 300-400, это на какой-то стандартной машине. А если у вас хороший прямоток, а еще с удаленными катализаторами, а еще чипованная машина с хорошим поздним зажиганием, так вот эта хрень просто рассыпется на раз. Но для заводской стандартной машины это стандартное решение. Теперь, когда будущее устройство банки мы предопределили, можно приступить к ее сборке. Погнали!
Ну что же, для того, чтобы каким-то образом убедиться в том, что мы сделали, а сделали мы вот эту прямоточную банку с 63-й трубой, а это абсолютно стоковая родная банка. И вот мы провели такой эксперимент, прицепили на абсолютно прямоточную систему данной машины. Здесь мотор 2.4, ну, примерно, то есть наши 3.6 напополам, если так можно сказать. И попробовали, какой звук выдает каждая банка. Перед тем, как начать эксперименты с нашими банками, мы посмотрим, как звучит эта система просто без них. Пустая, прямоточная, спортивная система без глушителя. Подожди, я убавлю звук очень громко. Давай! Хорош! По громкости вы, наверное, услышите, громкость абсолютно одинаковая. Но звук на нашей прямоточной банке более спортивный, более басовитый, с такими нотками низких частот. То есть камера работает, и не забывайте, это прямоточный выхлоп, а это затычный. Там 63 мм, здесь 40 мм. А по уровню звука, по громкости звука, они примерно одинаковые. Ну, а теперь надо вешать ту. И рано горячая. Теперь, когда готова полностью наша кастомная банка, можно поговорить о том, сколько это все стоит. Ну, прежде всего, бэушная банка от Cadillac стоит 5000 рублей. Обычно их продают симметричные право-лево, но бывает и по отдельности. В принципе, сама банка универсальная, ее можно переворачивать, поэтому 10 тысяч рублей. Теперь о начинке. За нержавеющую перфорированную трубу придется выложить примерно 1000 рублей. Это где-то 60 сантиметров. Остается, правда, кусочек, но его никуда уже не денешь. Следующий компонент — металловолокно, или она же нержавеющая шерсть, продается таким мотком. Наверное, на одну банку, конечно, его будет много, но такой моток стоит 5000 рублей. И последняя — керамическая набивка. Она продается в виде листов разного размера. Где-то уходит 1-1,5 листа на банку. Стоит он в среднем 2500 за лист. Итого, получается, кастомная банка примерно с работой со всеми делами, расходниками, материалами выходит примерно в 15 тысяч рублей. Дорого ли это или дешево за банку такого качества, решать вам. Эти банки от Cadillac CTS мы и делали для него же, но проверяли сейчас на Mitsubishi Eclipse. В итоге поставим все-таки на Cadillac. После того, как поставим, будет отдельное видео, так что не переключайтесь, подписывайтесь на канал. Будет много контента про выхлопы и про турбины. Да, не забывайте про раздел для спонсоров. Это очень важный для меня канал, он важен для развития канала, так что жду ваших вложений для того, чтобы контент стал более интересным и более красивым. А на этом это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем удачи, всем пока. Так, ну кастомную банку мы сделали, а что если мы в эту банку спрячем турбину и запустим это все вместе? Охрененный тюнинг. Спрятанная турбина, никто никогда не догадается, что внутри банки может быть турбина. Попробуем.